Так, солнце прям удивительно садится. Я, правда, немножко припоздал здесь. Я уже там, как бы, да. Но картина фанатастическая. От слова фанат. Сейчас я покажу. Горизонт, конечно, нереальный. Такой сказочный прям. Облака вокруг, они как бы очень красивые, на самом деле, в лучах заходящего солнца. Угу. Еще и настраиваться не хочет. Какой. Вот. Народу не видать. В самом деле не так уж тепло, не месяц май. Месяц мая уже закончился, поэтому в самом деле все круто. Я здесь специально стою, чтобы немножко заснять вот этот вот эффект. Это вот солнце садящееся и вот эта дорожка, там такая изумрудная вода. Не знаю, видео возьмет его или нет, но прям очень красиво. Красивый закат, конечно. Он уже далеко зашел за слева две башни-близнеца. Тут-тут-фу. Конец у них будет другой. Не как у американцев. Так что, да, здесь птичка постоянно кричит, но это нормально. В общем, да, вода постоянно прибывает. Я хотел что сказать. Я немножко здесь уже обдумал свои мысли на пляже. Формат уже такой устоявшийся по сути. Не знаю, кто там, может быть, и смотрит, но вроде бы там некоторые видюхи набирают по нескольку сотен. Это радует. Значит, может быть, они не такие уже бесполезные. Имеется в виду по несколько сотен просмотров, не лайков. Жаль. В общем, я что хотел сказать. Да, я вот блогеров просматриваю, российских. В самом деле, интересная штука. Сегодня один блогер сказал интересные... Как это сказать-то? Идея, мысль. Что, видимо, сейчас Запад использует, так сказать, тактику психологического давления, когда с Запада то одна сторона говорит, что разрешает там использовать свои вооружения против так называемой старой России, то есть России, которая там не заново присоединенные территории. Вот солнце совсем садится, уже там скоро последний лучик будет в самом-то деле. Вот все еще лучи солнца видны, но они уже пропадают там, то ли в городе. Ну вот все, закат состоялся. Этот день 1 июня закончился. Всех поздравляю с началом лета. Ну вот, идея, собственно, состоит в том, что уже можно немножко с огоньком. Здесь потеплее. Вот, основная идея в том, что да, похоже, что Запад использует вот эту вот тактику психологического давления, так называемого, когда растягивает во времени вот эти разрешения официальные, что одна страна разрешила, вторая страна разрешила свое оружие использовать против. Там речь, наверное, идет, скорее всего, там про артиллерию и, видимо, про ракеты. Невидимо, про ракеты точно. И в самом деле, почему я считаю, что он прав? Возможно, он у кого-то вычитал, каких-то экспертов или что. Но дело в том, что у меня вот тоже действительно такое вот настроение начало тоже складываться. То есть появилась какая-то нервозность, вот это вот, что вот скоро возникнет ответ России ядерный и так далее.
Вот я на себе это заметил, поэтому я согласен с этим. Возможно, действительно Запад использует эту тактику давления именно на население России. Возможно, и может быть даже не на население, а на руководство. Но на руководство это так вообще без толку давить, потому что там у них-то свои планы, то есть все по плану, никто там не испугается этого, скажем так. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Ну, он приводил пример, что и наши тоже так же постепенно вводят там, что вот захватили, снова захватили, снова захватили. То есть также растягивают во времени. Не знаю, как насчет наших. Тоже возможно, что наши тоже используют, потому что понятно, что это влияет на врага, как сказать, нехорошо на его моральный дух. Поэтому, ну не знаю в самом-то деле про наших. Так что, но вообще обстановка на фронте сейчас вот что так вот известно на фоне всех этих обсуждений, это то, что Россия встала на севере, то есть на Харьковском направлении. Россия остановилась, так сказать, дальше не двигается. Ну и там вывод тоже пытаются сделать, что возможно цели достигнуты. То есть там Украина стянула туда войска, там раза в 2, в 3 больше войск украинских, чем стоят российские. То есть, ну там у России там, видимо, еще резервы там на российской территории. Но задача, видимо, выполнена, поэтому это наступление остановили. Я, на самом деле, уже давно такое предполагал, что когда-то это, вот сейчас идет движение, а вообще оно должно остановиться. Как-то я там говорил, что, во-первых, там должны кончиться вот это вот концентрация высокая должна закончиться вот этих боеприпасов различных, когда там очень плотный огонь идет, артиллерия, дроны, FPV, там ракеты и так далее. То есть, ну, здесь эффект, видимо, еще и в том, что действительно его остановили. То есть решили просто остановить, потому что, да, там стянули и начали дербанить там по другим фронтам. То есть там на Донецком направлении, на южном направлении, там. Так что все логично. С тем, что происходит, все логично. Поэтому, ну не знаю, я думаю, на фронте дела у нас не так уж и плохо. Другое дело, что вот, да, вот эти поставки оружия, они создают нервозность. Но я думаю, что я и потом еще немножко расскажу про 2 стратегии, которые тоже вот как предполагают эти вот блогеры. Так, пока делаю перерыв, заряжаю костер.